Всем привет, меня зовут Маша, и, наверное, у каждого была такая ситуация, когда настроение хорошее, есть свободное время, и хочется посмотреть фильм. Но ты ищешь фильм 10 минут, ты ищешь фильм 20 минут, 30 минут, и так и ничего не можешь найти. Спрашиваешь у друзей, друзья не отвечают. Ищешь еще где-то, не находишь. В итоге потратил час на поиски. Желание смотреть фильм пропало, а фильма так и нет. Поэтому сегодня я бы хотела сделать подборку хороших фильмов, которые мне очень понравились, которым я поставила высокую оценку в своем рейтинге. И да, начнем. Так, первый фильм — это «Цветы войны». Действие картины разворачивается на фоне японо-китайской войны, и главный герой, американский католический гробовщик, роль которого исполняет Кристиан Бейл, едет в Китай для того, чтобы похоронить священника. По прибытии оказывается так, что он один-единственный мужчина в этом монастыре, он прикидывается священником, и на протяжении всего фильма оберегает группу школьниц, которые находятся и учатся в этом монастыре, и группу проституток, которые оказались там случайно. Картина описывает изменения, которые происходят с людьми на фоне войны, как люди становятся более гуманными, более отверженными, рискуют своей жизнью, рискуют своим каким-то положением ради других людей. Фильм очень красочный, очень эстетически приятный. Фильм понравится тем, кто любит красивые кадры, кто любит наблюдать красивую картинку в фильме. Ну и, конечно, сюжет. В общем, я определенно точно советую этот фильм. Второй фильм, который бы я хотела посоветовать, это «Матч Пойнт». Возможно, некоторые видели его, но когда посоветовали его мне, я почему-то долго откладывала просмотр. Описание мне казалось недостаточно интересным, чтобы его смотреть, но почему-то мне его так несколько раз советовали, и я все-таки решила, что да, нужно посмотреть наконец-таки, и я абсолютно не пожалела. Этот фильм — это психологический триллер-драма Вуди Аллена, который рассказывает о бывшем теннисисте-профессионале, который тренирует различных людей учит играть в теннис. И по счастливой случайности он знакомится и заводит дружбу с семьей аристократов, которые принимают его в свое общество, показывают ему различные стороны этой аристократической жизни. Сам фильм такой неторопливый, но тем не менее очень напряженный местами, очень эмоциональный. В мере длительности фильма он набирает все больше эмоциональности. Мне очень нравятся такие фильмы, когда не можешь точно сказать, что будет в конце, какой выбор сделает герой. Ну и вообще фильм рассказывает о судьбе, о тех людях, которые верят в судьбу, что все предначертано, и о тех, кто не верит, и что все события происходят благодаря выбору, либо благодаря каким-то случайным событиям. Точно так же происходит сравнение с теннисным мячом, который задевает сетку. И либо ты выиграл, если мяч перелетает за сетку, либо ты проиграл, если он все-таки падает на твою сторону. Следующий фильм «Соль земли». Фильм посвящен фотографу Себастьяну Сальгадо, сын которого является одним из соавторов и режиссеров фильма «Соль земли». Сюжет фильма строится вокруг отношений Сальгадо с его семьей. В течение всего фильма происходит осмысление социально-политических проблем современного мира через фотографию. Этот фильм номинат на «Оскар» и победитель премии «Сезар» во Франции как лучший документальный фильм. Пусть вас не смущает слово «документальный», потому что он на самом деле очень интересный, местами довольно тяжелый, потому что там показаны кадры такие сильные, местами жестковатые. Фильм состоит по большей части из фотографий самого фотографа, и на каждую фотографию рассказывается, что было в этот момент, как это происходило, вот этот снимок, и какими усилиями он дался. И я пыталась представить, смогла бы я быть таким фотографом на месте этого человека, и я поняла, что я бы это точно не смогла. Следующий фильм я советую тем, кто любит человечные фильмы, добрые, и это фильм «Жизнь других». Фильм рассказывает о контроле культуры Восточного Берлина агентами госбезопасности Штази. Восточный Берлин, 1984 год, и сотрудник госбезопасности получает задание следить за драматургом и его девушкой, известной актрисой,
И по мере слежки этот агент госбезопасности проникается жизнью главных героев. Перед ним стоит выбор: либо он ведет слежку, выполняет свою работу и тем самым поступает жестко и дает этого драматурга, его друзей, но тем не менее он выполняет как бы свою работу, либо он раз в жизни поступает человечно, но тем самым подставляет себя, подвергает себя риску, потому что за это его тоже могут посадить, например, в тюрьму или что-то еще. Поначалу может фильм показаться немного плавно текущим, но обязательно стоит досмотреть его до конца, потому что в конце идет такая эмоциональная развязка, которая определенно оставит этот фильм в памяти и, возможно, даже захочется его пересмотреть. Следующий фильм не менее интересный, не менее захватывающий. Это фильм «Малхолланд Драйв» Дэвида Линча. Из всех фильмов Линча, которые я видела, это самый лучший и самый логически объясняемый фильм, потому что все другие фильмы просто не поддаются какому-то объяснению логическому. История начинается с автокатастрофы, произошедшей на Малхолланд Драйв. Девушка в результате этой автокатастрофы теряет память и окольными путями попадает в дом, где знакомится с другой главной героиней Бетти, которая приехала из какой-то деревушки, маленького города, покорять Голливуд. И вместе они пытаются выяснить причины автокатастрофы, куда направлялась вторая главная героиня, которая потеряла память, и, собственно, вернуть ей память для того, чтобы выяснить, что случилось, и разгадать загадочные события этой автокатастрофы. Но на первый взгляд это может показаться очень простым, сюжет простым, очевидным, шаблонным, но на самом деле это не так, это не был бы фильм Дэвида Линча, если бы это все было так. Фильм очень запутанный, очень загадочный. Сам Линч к DVD-диску приложил брошюру, в которой содержится 10 вопросов, которые помогают зрителю выяснить, в чем смысл вообще сюжета, как-то прояснить в голове, что для чего вообще было показано. После этого фильма я сидела и несколько часов, наверное, гуглила и читала различные версии сюжета, различные теории. В общем, те, кто любит фильмы загадки, фильмы необычные, фильмы сложные, в которых нужно разбираться, в которых нужно сидеть и думать, анализировать, пытаться понять, что к чему вообще, что для чего нам это показали, то определенно смотрите «Малхолланд Драйв». Это все фильмы на сегодня. Я очень надеюсь, что кто-то из вас посмотрит хотя бы один фильм и убедится сам, что он стоит внимания, стоит потраченного времени на просмотр. Не могу выделить один из этих фильмов, какой-то один лучший, один любимый. Они все по-своему очень качественные, очень интересные и вообще просто отличное кино для того, чтобы провести свой вечер перед экраном. В общем, спасибо за просмотр и увидимся скоро, возможно. Пока! Бегает. Хватит бегать там, меня отвлекаешь. Поэтому сегодня я хотела бы... Что я хотела бы? Этой аристократической жизни